Здорово, YouTube. Никогда такого не было, и вот опять. Цены на игровые видеокарты снова подорожают в 2022 году. Связано это с тем, что производитель чипов, которыми пользуются AMD и Nvidia, поднял стоимость, собственно, этих самых чипов на 20%. Соответственно, примерно на эти же 20%, как сообщают, подорожают и видеокарты. Но, скорее всего, это будет еще больше, то есть на 20% рекомендуемая цена, плюс там еще накинут сколько-то там тысяч рублей. Новости не из приятных, но что поделать. И если раньше вы могли, например, купить себе видеокарту топового уровня тысяч за 30, и то как бы не каждый себе мог этого позволить, то сейчас среднее решение вам обойдется тысяч в 60. Ну, это, конечно, очень и очень грустно. Когда приходят такие новости, соответственно, задумываешься о том, как бы сделать так, чтобы комфортно и максимально дешево играть. Как вариант, можно попробовать подождать скидки на старые видеокарты, но если смотреть даже рынок вторичный, та же самая GTX 980, которая вышла хрен его знает когда, стоит сейчас на Авито 25-26 тысяч рублей на 4 гигабайта видеокарта. Ну, мне кажется, это перебор. Так что же делать, обычному среднестатистическому, извиняюсь, игроку? В такие моменты волей-неволей начнешь заглядываться в сторону консолей. Но тут встают другие проблемы. Во-первых, это многообразие консолей, то есть у нас есть и PS4 сейчас на рынке, и Xbox, причем Xbox Series S, Series X, есть PS5, PS5 Digital, есть даже Nintendo. Есть, прости господи, мобильный гейминг, но его мы тут в расчет вообще брать не будем. Во-вторых, стоимость этих приставок, Xbox там Series S стоит 30-ку, PS4 Slim почему-то тоже стоит 30-ку, PS5 там стоит под 60 тысяч сейчас. В DNS, например, недавно продавалась со вторым геймпадом. Там серию X тоже там тысяч за 55 только можно взять, и то тоже там с подпиской и вторым геймпадом. В связи с этим непонятно, что брать, сколько денег отдавать, потому что и хочется, и колется, и у кого-то нет такой суммы, то есть нужно понимать, на что вообще ты тратишь деньги. И третья проблема – это отсутствие ключевых приставок, именно Xbox Series X и PS5, потому что почему они ключевые, да, это самые мощные на данный момент приставки, и на них, соответственно, большой спрос, и их почему-то меньше всего. Они либо у перекупов висят, либо в магазинах просто разлетаются в момент, когда появляются, а появляются они, ну, дай бог, там раз в полгода. Так и что же выбрать из этого многообразия приставок и цен, я вам сейчас подскажу. Ответ простой, это Xbox Series S, и сейчас объясню почему. Ну, во-первых, вы за 30 тысяч рублей плюс-минус получаете консоль текущего поколения, которая способна все современные игры воспроизвести, то есть вы, покупая эту консоль, будете уверены на ближайшие 5-6 лет, что вы точно сможете поиграть во все новинки, не думая ни о чем. Во-вторых, это подписка Xbox Game Pass. Отличная подписка, я думаю, многие уже знают, что это такое, ну, на всякий случай повторюсь, там более 100 игр входит в эту подписку, если это Ultimate версия, туда еще входит подписка EA Play, туда входит как нестареющая классика типа Fable и первых Gears of War, так и современные игры типа пятых гирей, типа как Forza Horizon, Star Wars Fallen Order, Halo Infinity и так далее и тому подобное. Плюс еще этой подписки в том, что игры, которые выходят из-под крыла Microsoft Game Studio, они выходят день в день. То есть вышли во всем мире и сразу же появились в подписке. То есть вам не нужно дополнительно платить за эти игры. Очень крутая функция. В-третьих, ну, наверное, это важная функция для тех самых ПК-бояр, потому что мы знаем, как они боятся брать в руки геймпад. Это возможность подключать клавиатуру с мышкой. В этом случае переход с ПК на Xbox становится просто максимально мягким. То есть, если вы играете в World of Tanks на ПК или там Fortnite на ПК, вы там с легкостью сможете это делать и на Xbox, просто подключив вашу клавиатуру с мышкой. Это очень удобно для многих. Я уверен, что для многих это такая киллер-фича, ради которой они купят именно Xbox. В-четвертых, из всех консолей текущего поколения, ну, Nintendo мы не берем,
в расчет, только Xbox и PlayStation. Xbox Series S купить проще всего. Series S нет-нет, да, оказывается где-то на складах, ее можно купить на AliExpress, ее можно купить и в розничных магазинах, в DNS, например, не так давно она продавалась, в NVIDIA тоже нет-нет, да появляется, то есть не раз там в полгода, а там раз в 3 месяца где-то консоль всплывает, и при этом ее не разбирают тут же, то есть она есть в продаже. Но даже если ее нет в продаже в магазинах, ее можно купить на вторичке, и на вторичке цены вполне себе адекватные. Ну, 25, я даже видел за 20 тысяч продают эту консоль. В принципе, цена абсолютно адекватная и оправданная. Ну а вишенкой на торте является еще тот факт, что Microsoft потихонечку прибирает к себе, прибирает к своим рукам весь игровой рынок. Не побоюсь этого слова, потому что не так давно они купили Bethesda и добавили в свою подписку Game Pass ее игры. Это покупка, объявление о покупке Activision Blizzard, то есть в течение там нескольких лет сделка будет закрыта, постепенно, как мне кажется, будут появляться игры этого производителя тоже в Game Pass. При этом ни один из конкурентов не может предложить того же самого. Да, PlayStation не так давно объявили, что у них тоже будет аналог подписки Game Pass, но они пока что просто объявили. Мы не знаем цену этой подписки, мы не знаем, сколько игр будет входить и какие игры будут входить в эту подписку. Знаем только то, что это сначала будут старые игры, и потом со временем, скорее всего, появится что-то новое. Вот. Ну, такие заявления, они пока что носят скорее ознакомительный характер, но на практике мы этого пока что не видим. Ну, а из всего вышесказанного делаю вывод, что для среднестатистического игрока другой альтернативы, кроме как приставки от Xbox, просто нету. Да, есть люди, которые готовы покупать себе PlayStation 5, даже у перекупов за огромные деньги, готовы покупать себе игры по 5-6 тысяч рублей в день выхода, но это, скорее всего, погрешность из всей статистики, то есть основная масса людей все равно будет покупать себе Xbox Series S именно по той причине, которую я указал выше. Вот такой вот он, безальтернативный гейминг. А на этом у меня все. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свое мнение в комментариях по этому поводу. Если ролик понравился, ставь большой палец вверх. Обязательно подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. До новых встреч. Пока-пока.